Ну что, бассейн для полива уже готов? Здесь у данного материала полиэтилена здесь есть анкерная траншея. Ребята сейчас поправят края бассейна для того, чтобы материал уже отлежался, для того, чтобы он был ну, более-менее хороший, натянутый. И будут закрывать вот эту вот анкерную траншею, которая в дальнейшем не позволит этому материалу при наполнении сползать вовнутрь. Так как вода будет давить вниз и на стенки бассейна. А данная траншея не позволит материалу скатиться вниз. То есть это полиэтилен, покрытый сверху тканью? Да. На заводе уже сразу ткань в него при высокой температуре вживлена, прессована, скажем. Это новый материал. Вот он только с этого года пошел. Обычно просто черным полиэтиленом пользуются. Перегрева нет. Из-за того, что он светлый, да? Да. Да, разница есть. Это прям раскаленное. А это прям вообще можно даже лежать. Приятненькое. А почему же раньше не догадались так делать? Все упирается в технологии. Это тоже китайское? Нет, Нижний Новгород, Россия. Осталось только наполнить водой. Вот, но эта работа будет уже вестись ближе к тому моменту, когда бугры будут сделаны и когда уже мы будем готовиться, планировать высадку. Загадывать не хочется ничего. Будем действовать по ситуации. %60 готовности. Почему говорю 60%? Потому что у нас остается магистрали от скважины в бассейн и лайфлет. Ну, лайфлет это гибкая труба, которая у нас предусмотрена по проекту. Она пойдет вот здесь с этой, с правой стороны от бассейна. То есть там, где техника не ходит. Почему мы пришли к выводу, что на лайфлете? Ну, если через 3 года мы переставляем, ну, то есть севооборот начинается, да, у нас мы используем другую культуру, то проще будет лайфлет свернуть и либо на другое поле, либо конфигурацию системы переделать под другую культуру. Вот все. А если мы трубы, скажем так, закопаем, сделаем сначала выводы гидрантов, там через каждые 92 метра, как у нас по проекту предусмотрено, потом будет проблематично переделывать под другую культуру. А на лайфлете все гораздо проще. Вопрос дефицита водных ресурсов, он очень актуальный для нашего региона. То есть у нас нет выхода к морю, например, тот же Израиль, там они берут, или вот арабские страны, да, Дубай, там они берут воду из моря, и они, как бы, скажем, отделяют ее от соли и получают, например, пресную воду для себя. Да? То есть у них есть безграничный источник воды. Соответственно, мы видим скорость таяния ледников, если взять спутниковые съемки там 90-х годов, и сейчас достаточно большие потери. Вот мои друзья, вот экологи, когда показывали фотографии, я был шокирован, да, вот этими изменениями. А это буквально там несколько десятилетий, да. И если дальше вот этот тренд будет сохраняться, то тогда, я думаю, к 40-м годам уже ситуация может быть достаточно катастрофичной. Вот. Поэтому у государства должна быть определенная стратегия, потому что водные вопросы – это вопрос не только там, сельского хозяйства, не только экологии. Да? Это может превратиться в, скажем, политический вопрос. Ресурсов водных однозначно больше не будет. Мы понимаем, что увеличения не будет, возможно, будет сокращение. И наша задача теперь сократить наше потребление за счет более эффективного использования водных ресурсов. Это будут дисковые фильтры, которые будут фильтровать воду из бассейна и отдавать ее на полив. Ага, то есть вот фильтрация будет вот на этом уровне, да, получается? Да. Давайте я вам покажу, чтобы было более понятно, из чего они состоят.
Это фильтрующий элемент. Он состоит из набранных дисков. Мгм. Данные набранные диски имеют фильтрацию, как указано, степень фильтрации, как указано в технической спецификации, 120 микрон. Что задерживает разного рода там нерастворенную органику в воде, мелкий песочек, листики, ну и прочие вещи, которые будут в незакрытом бассейне присутствовать. А фильтровать скважинную воду после того, как мы скважины промоем, я думаю, дня через 2-3 мы запустим скважины. Вот. Фильтровать я не вижу смысла, дополнительно там удорожать какие-то вещи. Мы скважины промоем, первичный песок, который будет выходить при намывании линзы, Мгм. мы его промоем, и все то, что будет в бассейне оседать, ну, оно сильно влиять не будет. А так вообще посмотрим, загадывать не будем. Если действительно будет много песка, то я фильтра и на скважину поставлю. Раз, два, три, четыре. Мгм. Мгм. Пропускная способность каждого фильтра 70 кубометров в час. Одного. Ну, 140 кубометров в час, этого будет вполне достаточно для того, чтобы мы могли поливать. Поле у нас поделено на 10 карт. Мгм. То есть 5 гектаров поделено на 10 карт. Образно говоря, приблизительно по 50 соток одна карта. Соответственно, мы сможем поливать за раз 1,5 гектара. Как правило, у нас очень много до сих пор сейчас полей, которые поливаются речным путем, да. Вот, мне интересно получить некую такую статистику, в общем, да, но я предполагаю, что тотальное большинство наших полей поливается именно речным путем. Мгм. Соответственно, переход к капельному орошению – это выход. Для этого, опять-таки, да, капельный полив актуален только для тех культур, где есть высокая маржа, Мгм. высокомаржинальная культура. И первой такой культурой является ягода. Мгм. Поэтому многие, например, я не знаю, чиновники какие-то там, другие фермеры, они заявляют о том, что вот там ягода потребляет очень много воды, поэтому надо это лимитировать, сокращать там и так далее, да? Но я могу опровергнуть и сказать, что на ягодах сейчас, вот я именно на новых всех плантациях ягод, 100% это ягоды, поливающиеся капельным путем, капельным орошением. Поэтому тут наоборот у нас идет сокращение потребления водных ресурсов. И создается автоматически инфраструктура при севообороте для и других культур. Например, ту же капусту уже для севооборота, брокколи, да, например. Почему людям уже гораздо легче будет там выращивать брокколи? Почему? Потому что уже есть вся инфраструктура. Мгм. И, соответственно, так как, скажем, клубничникам нужны каждый раз вот этот севооборот, и нужны новые поля, и потом там через большой цикл надо будет обратно вернуться, соответственно, правильная агротехнология, правильные фермеры, они будут понимать, что им нужно как минимум 3 поля, Мгм. да, и, соответственно, вот какой эффект. То есть он не только с поля, которое ему в 1 год нужно, снабжает капельным орошением, да, но он сразу там уже минимум 2 раза больше, а может быть и в 3 раза, оптимально, наверное, в 3 раза больше полей он уже Мгм. задействует. Если говорить про финансы, то вот, например, вот если мы берем это поле, да, то есть какие здесь траты? Поле 5 гектаров, включая скважины, включая электричество. Относительно электричества я вам могу сказать так. Если на поле вообще нет трансформатора, провести электричество где-то недалеко от поля, это где-то около 1,5 миллиона сомов начинается. Это за более точной ценой, это нужно в районные энергосистемы обратиться, они дадут более точный расчет. Относительно капельного полива, скажем так, капельный полив способный прослужить 4-5 лет
То есть это полив не на полиэтиленовой трубе, которая будет закопана, а именно на лайфлете. Ну, прослужит он 4-5 лет. Обойдется приблизительно в стоимость где-то 240-250 тысяч сомов за 1 гектар. Это вот инфраструктура системы капельного полива. Это включая насосы, это включая фильтрационную, включая лайфлет, включая капельную ленту. Да. А потом уже надо заменять именно. Давайте дальше потом посмотрим. Я здесь честно вам скажу так, что лайфлет разного качества. В данном случае здесь мы будем использовать иранский лайфлет. Он как бы зарекомендовал себя очень хорошо, в отличие от некоторых китайских производителей. И я точно уверен, что он 4 года пролежит, потому что уже был опыт использования этого лайфлета, и вот 4-й год на других полях лайфлет лежит, и пока там разрушения от солнца не имеется на нем. Очень часто фермеры, даже когда решаются на вот такую инфраструктуру создания, да, пытаются экономить и берут не самого хорошего качества материалы. Насколько потом вот такая экономия изначально может в дальнейшем ударить по карману? Потом надо будет просто, если лайфлет испортился, надо будет весь дефектовать, заменять. А это дорого. То есть опять инфраструктуру человек должен, ну понятно, да, кроме фильтрационной станции, насосов, он должен всю магистраль поменять. Ну, как бы, опять же, это выливается в ту же цену, что он и потратил ранее. Мне кажется, фермерам еще важно видеть перед глазами конкретные примеры уже успешных вот таких вот переходов. Да, я думаю, что еще надо, возможно, продумывать про некую систему сервисных компаний, которая, потому что фермеру, например, если банки будут финансировать только, скажем, саму капельную ленту, сами там какие-то насосы и так далее, то фермер сам самостоятельно возьмет, он, понятное дело, захочет сэкономить, и он где-то будет дешевые вещи брать, дешевые фильтры брать и так далее. И там через несколько месяцев ее использования он будет, все это будет забиваться, например, да, и он скажет, оказывается, капельная лента не пойдет, да, вот дедовским способом, ручным путем надо поливать. Зря деньги потратил. То есть неправильное использование технологий приведет к тому, что фермеры внутри, да, скажем, будут уже говорить о том, что это, оказывается, не та технология, она нам не подходит. Да? И очень важно, чтобы вот такого настроения у фермеров не было. Поэтому здесь важно наличие профессиональных сервисных компаний, которые будут, то есть не фермер должен получать финансирование, то есть фермер как конечный бенефициар, но финансирование нужно давать именно профессиональным сервисным компаниям, а эти сервисные компании в договоре с банками должны нести гарантии, то есть определенный гарантийный период давать, да, что за этот момент фермер, если вдруг у него там какие-то проблемы будут, они будут ремонтировать это капельное орошение. И тогда и сервисная компания не будет заинтересована в использовании плохого качества каких-то, скажем, материалов. А фермеру что? Фермеру не нужно само по себе капельное орошение. Фермеру нужна вода. Да? И вот эта сервисная компания должна гарантировать доступ к чистой воде. Все. И вот чуть пересмотреть модель. Вот как у нас, например, в Бишкеке в свое время, помнишь, вот у нас завален был мусором, да? Все из-за чего было? Из-за того, что, оказывается, тогда просто платили зарплату людям, заплатили за солярку там, и так далее, и люди просто не были замотивированы, то есть KPI был выстроен неправильно, да? Они не были замотивированы, они просто там за солярку деньги брали, делали имитацию бурной деятельности, но по факту город был завален мусором. Потом пришла другая администрация, которая сказала, мы будем платить за килограмм мусора. Да? То есть и все, и это привело к тому, что вот эти бригады, они начали воевать за мусор, то есть они начали воровать мусор друг у друга, да? И как результат город стимул стал чище. Появился, да. То есть это модель финансирования, да? Что мы финансируем?
финансовый инструмент – это очень сильный инструмент мотивации. То есть ты можешь сильно много что пересмотреть. Здесь тоже не надо финансировать, скажем, капельную ленту, не надо финансировать там сами по себе материалы. А возможно, вот надо финансировать именно вот в данном случае сервис, да? Сервис по обеспечению водой. И тогда все будет перестраиваться, да, и, конечно, это где-то, возможно, будет уже дороже за счет того, что к материалам добавляется еще и услуга. Но оно в конечном итоге будет оправдано. Конечно, Да. в конечном итоге фермеру тоже будет не так, то есть сейчас же фермер, он завален разными задачами, да, то есть он должен обеспечить водой, он должен там подумать по удобрениям, подготовить почву, посадить, найти посадочный материал, а потом это все выращивать, бороться с вредителями, болезнями и так далее. То есть у него потом это все собрать, организовать сбор, продажу, упаковку и так далее. Это все на фермере. Поэтому наша задача постепенно находить, создавать побольше сервисных компаний, которые будут заключать договора годовые с фермерами. Но у фермера тоже вот здесь должно быть изменение, да, сознания. Он должен быть готов к тому, что все, я готов платить. Он должен тоже уметь платить, изменить культуру, платить за не только материалы, но и за услуги, за сервис, за интеллектуальный труд. К сожалению, в нашем регионе, вообще в целом, да, у нас не ценится интеллектуальный труд. У нас ценится материал. То есть вот за материал мы готовы платить. Но сам по себе материал, он не стоит ничего, если неправильно его будешь использовать. Да. Вот поэтому потихонечку, я думаю, именно вот это развитие нашей ягодной индустрии, оно даст косвенные какие-то толчки в изменении других культур.